Играя в очередную компьютерную игру, а часто ли вы задавались вопросом, а какая из видеоигр является самой дорогостоящей? Я думаю, не часто, ведь нам, как конечному пользователю, главное, чтобы игра была интересна, увлекательна и с минимальными системными требованиями. Однако в разработке больших проектов принимают участие сотни, а нередко и тысячи человек по всему миру. При этом задействуется дорогостоящее оборудование и технологии, в том числе и такие, которые используются при съемках фильмов. И неудивительно, что бюджет некоторых игр уже превосходит стоимость создания среднего голливудского блокбастера. Всем привет, ребят, вы на канале Hammerhit, а сегодня мы разберем с вами топ-5 самых высокобюджетных игр в истории. Поехали! На пятом месте у нас расположилась игра Star Wars The Old Republic. Это многопользовательская онлайн-ролевая игра, разработанная компанией BioWare и изданная Electronic Arts. Игра основана на вселенной Звездных войн и является одной из самых популярных онлайн-игр в жанре MMORPG. В самом начале игроку предлагается выбрать сторону, класс, расу, пол своего персонажа и настроить его внешность. Классов, как и рас, достаточно много, поэтому каждый сможет найти на свой вкус. Действие игры разворачивается примерно за 3500 лет до событий кинофильмов. Игрок может встать на сторону одной из двух основных фракций. Это Галактической Республики или Империи Ситхов. Каждая фракция также имеет своего лидера. Играть в принципе можно и одному без какой-либо поддержки. Поведение NPC в данной игре может быть разным, в зависимости от выбранной игроком сюжетной линии. Это предназначено для того, чтобы было больше миссий, чем в других MMORPG. Из множества NPC также можно выбрать одного компаньона и участвовать с ним в развивающейся сюжетной линии. Одним из ключевых элементов игры является сюжетно ориентированный подход. Каждый класс имеет свою уникальную сюжетную линию, раскрывающуюся по мере продвижения в игре. Игроки могут принимать решения, делать выборы во время диалоговых сцен и миссий, которые в дальнейшем могут повлиять на развитие сюжета и результаты. Прокачивать своих персонажей можно, выполняя сюжетные задания, мировые задания, исследования, а также сражаться с эпическими боссами в PvE режиме. Игра предлагает обширный мир Звездных войн для исследования, богатый сюжетом и возможностями для социального взаимодействия с другими игроками. Нужно также сказать, что игра в принципе является бесплатной, так как в феврале 2012 года она перешла на free-to-play. Но, конечно же, есть одно маленькое но. Это так называемые три опции. Free-to-play — это полностью бесплатный режим, и он, конечно же, является самым урезанным. Например, уровень персонажа в данной модели ограничен лишь 60 уровнем. Невозможно пользоваться некоторыми слотами экипировки, снаряжать определенными предметами персонажа, принимать участие в некоторых внутриигровых событиях и тому подобное. То есть режим Free-to-play по сути является самым ограниченным по возможностям. Следующая опция — это так называемый статус Preferred. Он предоставляет больше возможностей, нежели Free-to-play, и устанавливается аккаунту, для которого была совершена хотя бы одна покупка за реальные деньги. То есть если вы что-то хотите приобрести в данной игре, то с Free-to-play вы сразу же получаете статус Preferred. Ну и конечно же третья опция — это статус Subscriber, то есть подписчик. Предоставляет наибольшее число возможностей и оплачивается по старой подписочной модели. То есть вы можете приобрести подписочку на месяц, на полгода, на год, и статус откроет вам доступ ко всем дополнениям и максимальному уровню прокачки. По различным оценкам проект обошелся разработчикам в сумму порядка $200 миллионов. Ну и проект, конечно же, себя окупил. По разным оценкам игра принесла разработчикам уже более $1 миллиарда и до сих пор продолжает приносить прибыль. Разработчики также продолжили поддержку данной игры. Периодически выходят дополнения. Самое последнее дополнение Legacy of the Sith было выпущено в феврале 2022 года. Если я ошибся с датами, вы, конечно же, можете поправить меня в комментариях. На четвертом месте располагается игра Call of Duty Modern Warfare 2. Игра, которая вышла в 2009 году и стала одной из самых успешных и популярных игр в серии Call of Duty. Помните, кстати, был небольшой скандал, там вырезали миссию ни слова по-русски, поэтому в России и данная игра вышла с небольшой задержкой. Modern Warfare 2 является прямым сиквелом Call of Duty 4 Modern Warfare и продолжает его историю. Сюжет разворачивается вокруг геополитического конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Игра имеет различные миссии, которые проходят на различной территории, включая Россию, Афганистан и США. Игра предлагает разнообразные игровые режимы, включая захват флага, командный бой и свободный режим. Также включен был многопользовательский режим, где игроки могли сражаться друг с другом в онлайн-сражениях. Однако основным минусом данной игры является ее коридорная система, то есть идти нужно строго по сюжету, никуда не отклоняясь. Также основной особенностью Modern Warfare 2 было введение специального набора навыков, позволяющего игрокам получать бонусы и улучшения во время сражения. Это включает
включала в себя такие возможности, как стрельба из автоматического пулемета, активация радара, взрывчатка и многое другое. Графика на тот момент была на высоком уровне, обладая детально проработанным окружением и реалистичными визуальными эффектами. Звуковое сопровождение игры также было великолепным, создавая атмосферу напряженности и боевой обстановки. Modern Warfare 2 стала одной из самых успешных и влиятельных игр своего поколения, и она, конечно же, оставила неизгладимый след в серии Call of Duty. Игра получила положительные отзывы от критиков и стала одним из самых продаваемых проектов всех времен, а также получила множество наград, среди которых лучшая мультиплеер игра года, лучший шутер года, лучшее звуковое оформление игры года и еще множество различных наград. С уверенностью можно сказать, что это самая дорогая и, пожалуй, самая лучшая часть серии Call of Duty. Разработчикам она обошлась во внушительные $250 миллионов. При этом на саму разработку было потрачено примерно $50 миллионов, а более чем 200 миллионов издатель вбухал в продвижение. Modern Warfare 2 разошлась с суммарным тиражом более 22 миллионов копий и с легкостью компенсировала издателю все его затраты. Только за 2 первых месяца продаж игра заработала больше $1 миллиарда. Также тут стоит отметить, что в марте 2020 года мы получили обновленную версию игры, но уже без мультиплеера. Call of Duty Modern Warfare 2 Combined Remastered. Только за первый месяц продаж ремастер разошелся тиражом более чем в 3 миллиона копий. Совсем неплохо для игры десятилетней давности. На третьем месте у нас без преувеличения легендарная игра GTA 5. Открытый мир, экшен-приключенческая игра, разработанная компанией Rockstar North и изданная Rockstar Games. Игра была выпущена в сентябре 2013 года и стала одной из самых успешных и популярных игр всех времен. Сюжет GTA 5 разворачивается в вымышленном городе Лос-Сантос, основанном на Лос-Анджелесе и его окрестностях. Игра предлагает огромный открытый мир для исследования, состоящий из городских улиц, сельской местности, заповедников, океанов. Выбор огромен. Вам предлагается 3 главных персонажа, переключаться между которыми вы можете во время игры. Также в игре предлагается огромное разнообразие миссий, заданий, которые можно выполнять в одиночной кампании. Это может быть ограбление банков, убийство наемных убийц, преследование и другие различные криминальные деяния. В игре также присутствует мультиплеерный режим GTA Online, где игроки могут сражаться друг с другом, выполнять совместные миссии, ну или просто наслаждаться свободой в игровом мире. Основными элементами игрового процесса GTA 5 являются вождение автомобилей, стрельба, выполнение различных трюков, маневров, использование оружия и применение различных гаджетов. Игроки также могут взаимодействовать с другими персонажами, покупать, продавать недвижимость, покупать одежду, модифицировать свои автомобили. В общем-то, GTA 5 это игра, в которой вы можете делать все. Реально все, что вам вздумается. Игра получила огромное количество положительных отзывов за проработку мира, игровой процесс и захватывающую историю. Она стала одной из самых продаваемых игр в истории, и 8 октября 2013 года GTA 5 побила сразу несколько рекордов книги рекордов Гиннесса. Самая продаваемая видеоигра за 24 часа. За первые сутки продано более 11 миллионов копий. Самая продаваемая игра жанра экшен-приключения за 24 часа. Самая быстро заработавшая свой первый $1 миллиард видеоигра. Самый просматриваемый трейлер игры жанра экшен-приключения и еще очень много различных наград. Вообще разработка GTA 5 длилась практически 5 лет и обошлась Rockstar примерно в $270 миллионов. Конечно же, это с учетом рекламы и продвижения. Бесспорно, проект стал просто мега успешным. В общей сложности, по разным оценкам, с момента выхода игра принесла разработчикам от 6 до 8 миллиардов долларов, и по мнению различных аналитиков, прибыль будет только расти. Второе место. Cyberpunk 2077. Да, Cyberpunk 2077 второй раз попадает в мой топ. Первый раз данная игра засветилась в моем топе, где я рассказывал про самые большие игровые миры, и там игра заняла почетное 6-е место. Cyberpunk 2077 это ролевая игра от третьего лица, которая была разработана компанией CD Projekt, выпущена в декабре 2020 года и стала одной из самых ожидаемых и обсуждаемых игр того года. Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в открытом мире Найт-Сити, футуристическом городе, в котором технологии слились с человеческим организмом. Игроки берут на себя роль Ви, персонаж, которого можно полностью настраивать. Одной из ключевых особенностей игры является нелинейный и открытый игровой процесс, позволяющий игрокам исследовать огромный мир и принимать решения, которые впоследствии могут влиять на сюжет и исход игры. Игрокам предоставляется свобода выбора, и каждое решение имеет свои последствия. В мире Cyberpunk 2077 присутствует огромное разнообразие персонажей, с которыми можно взаимодействовать, задания, которые можно выполнять. Игроки могут развивать навыки, улучшать своего персонажа,
взаимодействовать с окружающим миром и сражаться с врагами. Визуальный стиль игры пропитан хэви-метал и киберпанк эстетикой, которая создает уникальную атмосферу города будущего. Графика и дизайн персонажей находятся на высочайшем уровне, удивляя детальными моделями и визуальными эффектами. С бюджетом Cyberpunk 2077 оказалось все намного сложнее, чем я мог подумать. До сих пор нет точной суммы, потраченной на разработку. Первоначально CD Projekt заявили сумму в 1,2 миллиарда злотых, что примерно составляет 330 миллионов долларов. Потом же появилась информация о том, что на разработку потрачено всего 500 миллионов злотых, но это примерно в 2 раза меньше. Но отталкиваться мы будем от той информации, которая чаще всего встречается в различных источниках, а именно, что на бюджет данной игры потрачено примерно 330 миллионов долларов. Но здесь стоит сказать, что никто точно не знает, какой гонорар получил Киану Ривз. И еще необходимо отметить, что здесь не учтены немалые суммы, потраченные на продвижение данного проекта. А после катастрофического релиза поляки вынуждены тратить время и ресурсы на исправление ошибок, откладывая выход дополнений и отодвигая новые проекты на более поздний срок. Ну и конечно же, удаление игры из PlayStation Store обошлось CD Projekt в более чем 1 миллиард долларов стоимости акций. Так что, учитывая все вышесказанное, сумма бюджета может быть гораздо выше. Но даже такие огромные суммы с лихвой окупились. По состоянию на сентябрь 2022 года продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий. Трудно сказать, сколько же игра заработала за все время существования, так как точных цифр нету. Однако известно, что еще до релиза количество предзаказов составило 8 миллионов копий, а это примерно 500 миллионов долларов дохода. Мы возьмем калькулятор и простенько посчитаем, что одна копия стоит в среднем 62,5 доллара. То есть с уверенностью можно сказать, что на конец 2022 года игра принесла своим создателям более 1 миллиарда долларов. Опять же, если я где-то ошибся в расчетах, вы можете поправить меня в комментариях. Ну а лидер нашего сегодняшнего топа — это игра Star Citizen. Это многопользовательская космическая симуляция, разрабатываемая компанией Cloud Imperium Games. Да, именно разрабатываемая, потому что точной даты релиза у данной игры на сегодняшний момент нет. Она была анонсирована в 2012 году и с тех пор стала одним из самых амбициозных проектов в истории видеоигр. Основной замысел Star Citizen — создать открытую вселенную, в которой игроки могут свободно исследовать, торговать, сражаться, строить карьеру в космическом мире. Игра предлагает огромный детализированный мир, состоящий из множества планет, лун и астероидных полей для исследования. Игроки могут выбрать различные роли. Вы можете быть пилотом космического корабля, торговцем, исследователем или даже пиратом. Каждая роль имеет свои особенности и возможности. Например, если вы выбрали роль пилота, вы можете сражаться в космических боях. Роль торговца позволит вам торговать ресурсами и товарами, а исследователи могут открывать новые области исследований. Star Citizen разрабатывается с высоким вниманием к деталям и визуальной реалистичности. Графика и звуковое сопровождение игры находятся на высшем уровне, демонстрируя потрясающие виды космического пространства и детализированные модели кораблей. Star Citizen — это проект с долгим развитием, можно сказать, что это такой своеобразный долгострой в игровой индустрии. Для разработки игры в 2012 году широко использовались краудфандинговые платформы. К июню 2013 года игроками было собрано более 10 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом среди всех краудфандинговых проектов. Менее чем через год эта сумма составляла уже почти 40 миллионов долларов, и игра попала в книгу рекордов Гиннесса как краудфандинговый проект, собравший наибольший объем средств. В феврале 2019 года бюджет проекта превысил 218 миллионов долларов, а к декабрю 2019 уже 250 миллионов долларов. Согласно отчету за 2019 финансовый год, который вышел в декабре 2020, за 8 лет разработки студия потратила свыше 320 миллионов долларов, из которых чуть больше 45 ушло на продвижение. На конец марта 2021 года сумма пожертвований составляла почти 340 миллионов долларов, и с учетом вложений самой компании в разработку, а это примерно 60 миллионов, общая сумма привлеченных средств превышает 400 миллионов долларов, что делает Star Citizen самой дорогой игрой в человеческой истории. Кстати, сбор средств до сих пор продолжается, и судя по динамике, сумма легко может превысить 600 миллионов долларов. У Star Citizen, как я говорил ранее, все еще нет точной даты релиза, так что у данной игры есть все шансы навсегда закрепить за собой первое место списка самых дорогих видеоигр в истории. В зависимости от того, конечно, выйдет или не выйдет она в итоге. Ну вот и все, ребята. Сегодня мы рассмотрели с вами топ-5 самых высокобюджетных компьютерных игр, на разработку которых были потрачены просто огромнейшие деньги. А свое мнение вы можете оставить в комментариях. Всем пока!